Доброй ночи. Кто-то узнает, где я? Я на центральном вокзале Милана. Приехал с аэропорта на шаттл-басе в 2 часа ночи. И теперь не знаю, что делать. Гулять ли мне всю ночь? Идти ли нормально ночевать в отель? Либо дождаться 6 утра и поехать в соседний город и посетить те места, которые я давно хотел посетить. Ну как давно? Пару дней назад вообще о них узнал. Ближайший поезд туда скоростной отправляется в 6 утра. Тут как бы 4 часа всего лишь подождать, поэтому можно потусоваться на вокзале, а можно пойти пока погулять по городу. Правда, ну как сказать, атмосферка на улице такая, я не чувствую себя очень безопасно сейчас. Не знаю, как-то много здесь бездомных, таких, знаете, стрёмных личностей, которые здесь гуляют и проводят время. Поэтому хочется как-то отсюда подальше удалиться с этого вокзала и попозже сюда уже к отправлению поезда вернуться. Потому что как-то странно люди себя здесь ведут, в странных позах находятся и вообще, ну, типа, и ты думаешь, зачем, почему именно так? И думаешь, вот почему так? Почему именно так человек сидит или лежит, и ты не можешь понять, почему он как-то поудобней не придумал позу. Ну, короче, не хочу об этом думать и как-то свое внимание на этом останавливать. Стоит, наверное, все-таки включить Google карту и сходить куда-то погулять в центр, а потом обратно вернуться сюда в 6 утра и отправиться на озеро Комо. Там горы, красота, все то, что я люблю. И сегодня, кстати, почему я так сразу с корабля на бал? С самолета, даже не отдохнув, хочу туда поехать. Потому что сегодня должен быть хороший солнечный день по прогнозу. А вот дальше, в ближайшие дни, может быть дождь. И, кстати, Новый год через пару дней. И Новый год, да, я буду отмечать в Милане. А потом, через несколько дней после Нового года, у меня другие планы. Поэтому я здесь на дней 5. И вот за эти дней 5 хочу успеть что-то увидеть. У меня, так сказать, здесь пересадка длиной в 5 дней. Все, включаю Google карту, потому что хожу вокруг этого вокзала стрёмного. Но не то чтобы он стрёмный, просто люди такие. Я не привык к ним еще. Вот не знаю. Никогда в жизни я не хотел посетить Милан. И, так сказать, я здесь оказался случайно, только потому что была удобная пересадка в том направлении, которое мне было интересно. И, как вы понимаете, на праздники спланировать что-то довольно-таки сложно, потому что на билеты огромный спрос, плюс высокие прайсы и все такое. И вот мне попалась такая вот пересадка. Поэтому нужно попытаться... это время как-то провести с пользой. Я Милан рассматривал только в проекции, если я поеду гулять по Доломитам. Вот тогда я рассматривал Милан, что это будет моя отправная точка на Доломиты. А вот конкретно гулять по городу там... Зачем приезжает Милан? Кстати, я его представлял как-то несколько иначе. А тут такие широкие проспекты, широкие улицы. Я как-то
наверное, представлял его как старый город больше. А поклацал картинки, здесь и абсолютно новые районы, и бизнес-центры. Ну, короче, потому что я его как-то, не знаю, представлял как сплошной старый город. Ну, впрочем, здесь большие здания, проспекты, хорошо работает транспорт и городской вообще. Множество вариантов, я поклацал, был удивлен, что так все удобно здесь, именно продумано для передвижения именно на городском транспорте. Короче, двигаюсь в сторону центра, пройдусь туда, обратно, и наступит утро. Хотя к центру тут идти 35 минут вроде бы. И учитывая, что сейчас глубокая ночь, достаточно чисто на улицах. Ну, конечно, я иду по центральной улице. Пока что все очень даже приятно выглядит. Кстати, я понятия не имею, как мне отмечать с Гуфи Новый год. Возможно, просто на улице. Не хочу даже об этом думать. Как будет, так и будет. Много высоких зданий. Достаточно быстро я двигаюсь, не так далеко, как я думал. Пока иду, мне пока что все нравится, даже ночью. Что я хотел сказать? То, что совсем не холодно. Вообще. 10 градусов тепла ночью. Ветра нет, самое главное. Я переживал, что мне холодно как-то будет, но вообще очень комфортно. Архитектура разнообразная, большие здания. Ну, в общем, я пока что под приятным впечатлением, хотя город меня интересует меньше всего, так сказать, потому что я не любитель городов. Я люблю природу. На улице вообще людей практически я не встречаю. О, симпатичная кроватка. Тут тоже. Да, там запах не очень был. Ну что, красивый город. Я, кстати, совсем скоро буду проходить известный на весь мир театр Ла Скала. Ла Скала. Откуда я это знаю? Не знаю, но название мне знакомо. И вот он у меня будет как раз сейчас на пути. Красота. Ну и, конечно же, вы, наверное, слышали, как и я, что в Милан приезжают на шопинг. Но меня это
меньше всего интересует. Сколько елочек, сколько украшений в городе. Реально гуляю и получаю удовольствие. Очень все симпатично. Не ожидал я вообще от себя, что буду нахваливать Билан. Но сейчас мне прогулка по кайфу. Ну, я так понял, что здесь, скорее всего, сосредоточены все известные мировые бренды, потому что не витрины, это какой-то именитый бренд. И здесь прям очень много бутиков. Мне кажется, днем здесь все попривлекательнее, конечно, гораздо. Но даже ночью. Да вы что? Вообще гуляю, нет людей. И это так замечательно. А днем будет совершенно другая атмосфера. Тем более праздники, множество туристов. А я так понимаю, что вот он, этот знаменитый театр. Просто как-то более помпезно его представлял. Он не прям такой большой, как я думал, но вот да. Театр Ла Скала. Вот он. И находится он на этой площади. Елка из подарков. Так, какой-то пассаж. Влюбленные парочки сидят, целуются. Ну не знаю, все очень привлекательно. Вау, как красиво. Посмотрите на это. Какой пассаж. Вау, грандиозный просто. Архитектура Милана на уровне, я вам скажу. Ну, мне кажется, вы, конечно, все здесь были. Вот ребята здесь спят. Вот просто посмотрите. И здесь ночью можно гулять. Это просто улица. Сколько пространства. Я вам даже не смогу передать масштаб. Ну круто, что эта улица, этот пассаж ночью не перекрыт. И здесь можно просто ходить, гулять. Здесь новогодняя елка от Gucci. Ну, здесь абсолютно все бренды, я вижу, сосредоточены конкретно в этом месте. Посмотрите на великолепие. Очень красиво тут. Вау. Ну, здесь прям глаза разбегаются. Может, я просто давно не был в больших городах. Мне чем-то даже Париж напоминает Милан.
Пацаны фоткаются возле блестящих витрин. А какая мозаика на полу здесь. Я, кстати, Тане предлагал поехать со мной. Таня сомневалась. Но мне кажется, Тане бы здесь понравилось, в первую очередь, потому что красивый город, красивая архитектура, плюс есть где погулять, и Таня любит и моду, и все, что с этим связано. Такое количество бутиков и красивых витрин, всего, что Тане нравится. Я надеюсь, что после моего видео мы еще разок с Таней сюда приедем. Ну правда, тут очень красиво. Серьезно, уже я дошел? Это же самая главная достопримечательность города, я так понимаю. Да, это Думо или дом, блин. Он огромен. Я вот представлял все иначе. Круто, когда ты что-то видишь на картинке, а потом это оказывается лучше, либо больше, чем ты это думал. Вот я так понимаю, что сейчас я нахожусь на самой узнаваемой части города. Но так как я снимаю сейчас на широкоугольный объектив, все выглядит немного иначе, потому что тут нужно снимать все более детально. Потому что мои глаза видят все по-другому. И даже сейчас в 3 часа ночи здесь есть активность. Люди здесь гуляют, туристы наслаждаются архитектурой. Но центр Милана, конечно, очень симпатичный. Я про Милан ничего, как видите, особо не узнавал. И зато есть эффект неожиданности. Вот по этой же причине я ненавижу смотреть трейлеры к фильмам. Я люблю смотреть фильм, чтобы я ничего не знал о нем абсолютно, чтобы я не смотрел трейлер. Я так понимаю, оно было недавно отреставрировано полностью, потому что выглядит, как будто только-только его соорудили. Прям идеально выглядит. Каждая фигурка, все полностью очень, так сказать, отшлифовано, отмыто. Все блестит. Ну, здесь логотип Chanel просто повсюду. Так и магазин называется Chanel Wonderland. Внушает своими размерами, конечно же. Тут вся улица прям украшена вот этими бутылочками Chanel, узнаваемыми. Так, это новогодний маркет. Но я не сильно люблю вот эти вот будочки новогодние. Все улицы выглядят максимально чистыми.
Короче, надоело мне. Надоело мне снимать здесь все. Вернусь сюда уже днем, а утром мы едем на природу. Буду двигаться обратно в сторону вокзала, потому что в центре можно гулять и гулять. Так что вернусь уже, наверное, послезавтра, как раз на Новый год, потому что сегодня уже 30-е. То есть я сегодня съезжу на природу, а завтра будем проводить Новый год. А это впереди Starbucks. Так выглядит вот это все здание. Я очень сильно хочу в туалет. Блин, какой вокзал симпатичный. А вот здесь есть автоматы, где можно самостоятельно купить билет. Я, кстати, буду ехать на скоростном поезде, который буквально за полчаса. Да, вроде бы за 35 минут он довезет меня. На вокзале уже продолжается шопинг. Тут также бутики повсюду. Офигенно. Туалеты закрыты. Открывается с 6 утра, а мне нужно сейчас. Сложный немножко здесь вокзал. Просто очень большой. Скоростные поезда. Так, попытаемся разобраться. For more information. Мне нужен прямой. Вот 6:20. Вот, смотрите, скоростной 6:20, 6:59. Всего лишь за 5 евро. Зашибись. А первым классом за 7. Поедем первым классом. Прислонил Apple Pay. Оплата вроде бы прошла у меня. Только выдайте мне. Ну же. Print tickets. Все окей. Collect your ticket. Спасибо. Вот такой вот билетик. Было бы хорошо найти туалет, который прямо сейчас работает. Вот я вижу Бургер Кинг, но он закрыт. Ну, просто как музей. Ну, капец. Тут, кстати, для моего перевозчика есть отдельный даже лаунж ожидания. Вот, видите? Но он работает тоже с 6:30. Там, кстати, комфортно, нормальные кресла. Прислоняешь свой тикет и получаешь доступ в лаунж. Но тоже с 6:30, как и туалеты. Ну что за бред? Почему нет туалетов раньше 6 утра? Я
это, конечно, бесит. Особенно, когда тебе нужно. Ну, как вам сказать, первый класс не особо отличается от второго. И ехать всего лишь 40 минут. На тебе. 7 утра, ровно 7 утра я прибыл туда, куда запланировал, и темно на улице. Ночь. Понятия не имею, когда тут и рассвет будет, нужно посмотреть. Остановка вообще тут 10 секунд. Он даже минуты не стоял. То есть я вышел, и сразу закрылась дверь. Все. И поезд едет дальше. Как-то прохладно стало. Меня так пригрело в поезде. Я так согрелся. Хотя на улице вроде и не сильно холодно, но не сильно мне комфортно сейчас. Смотрите, луна светит, луна. Это вокзал железнодорожный. И куда его теперь идти? Идемте искать красоту. Если бы мне еще где-то рюкзак можно было бы оставить, чтобы не таскать его на плечах. Здесь как бы тоже, видите, вовсю город украшен. Я посмотрел на карту, что если я пойду вот так вот прямо, я выйду к озеру, и там будет открываться панорама на горы. Но только нужен рассвет. Блин, мне холодно. И еще в то место, куда я планирую попасть, сегодня вроде бы не ходит автобус. Точнее, он ходит только вечером. А я планирую сегодня же вечером и вернуться обратно. Поэтому он мне не подходит. Короче, туда придется идти либо пешком, но пешком идти часа 4, потом 4 обратно. А с рюкзаком мне 8 часов в горах мало принесет удовольствия, конечно. Короче, я не выдерживаю, нужно утепляться. Как раз сброшу вес, который в рюкзаке, надену на себя, будет легче. О, Гуфи мой. Мой маленький Гуфи. Он всегда со мной. Мой хороший. Набито, правда. И чтобы достать что-то, но придется, потому что холодно. Я подошел к озеру и вижу только силуэты гор. Луна. Понемногу начинает светлеть. Самую малость.
там светлеет. В этом городе есть еще кэбл-кар, канатная дорога, но вроде бы она закрылась вчера. И транспорт сегодня не ходит туда. Короче, меня все выбесило, и я решил психануть и идти туда пешком. У меня есть весь день в запасе. Правда, темнеет сейчас раньше, чем обычно, но зато сейчас только 8 утра. И если даже туда 4 часа идти, а я сейчас посмотрел по другим картам, мне показывает вообще 3 часа. Так что, 3 часа в одну сторону. Но я сейчас попытаюсь хотя бы максимально подъехать и сокращу себе путь. Правда, там еще подъем 1400 метров вверх. Такой нюансик. Ну ничего. Здесь остановка где-то моя. Вот это, наверное. Получилось. Дождался я автобус. Сейчас подъеду к подножию горы и пойду пешком. Привезли к подножию горы. Только то, что мне рисует эта карта, там вообще, походу, вертикальный подъем. Короче, у меня есть две карты. Одно приложение мне показывает вообще все тропинки, все возможные. Как бы вроде бы вот сюда нам нужно идти. Я не представляю, что там за тропа, потому что эта гора как стена вообще. А вот здесь, возможно, маршрут нарисован, да? Так, где мы? Видите, есть какие-то тропы. Наверное, вот сюда. Наш путь получается. Пока что вот так вот. Не знаю, как будет дальше. Но радует, что тут есть дорога все-таки. И я не ошибся. Рюкзак давит на плечи и бесит. Может его спрятать где-то здесь и забрать на обратном пути. Найти бы местечко такое. Есть какие-то указатели. Уже радует. Мне карта показывает, что идти вот так вот километров 6. И набор высоты 1400 метров. Здесь горная река. Такое чувство, что эти собаки вообще людей никогда не видели. Они не умолкают. Их там 3.
штуки. Хорошо, что за забором. Так, ну вроде бы нормальная дорожка. А я, кстати, поспал только минут 15 в поезде, когда сюда ехал. И все. Но когда солнце вышло, то силы появились. Собаки до сих пор орут. Не могут успокоиться. У меня идея спрятать рюкзак. Только куда? Нужно найти какую-то нору или пещеру и перепрятать свою ношу. Итак, было принято решение спрятать рюкзак вот здесь. Наверное. И когда буду возвращаться, его заберу. Там у меня компьютер, все дела. Даже не знаю. Конечно, тут не самое незаметное место. Ой. Может быть, здесь? Капец. Вот так вот положу и все. Как думаете, надежно? А вот там вот дорога. Вижу, что ненадежно, но не знаю, что делать. Не получилось там его спрятать надежно. Заметно все равно. Так что буду подниматься с ним. Стоит указатель здесь. Молотки какие-то показаны. Ракушки. Тут что, было когда-то море, океан. Вот. Посмотрите, а тут кто-то сделал себе укрытие под камнем. Видите, какая тут сильная река бывает иногда. Вот такое вот укрытие. Куда? Наверх, вот туда. Я думаю, летом здесь покрасивей. Или покрасивей. Кстати, вершина уже очень близко. Рукой подать. Только здесь стремительный подъем. Вертикальный, можно сказать. Этот рюкзак, конечно, постоянно тянет вниз. И я теряю равновесие периодически. Ты как бы хочешь наклониться вперед, а он тебя тянет назад, и внизу пропасть еще. Очень неудобно с вещами. Мне кажется, без рюкзака я бы уже давно выбежал туда. Потому что, в принципе,
Дорожка не сильно сложная. Вот они, хребты. Совсем близко. Еще где-то час идти в то место, куда я иду. Я уже час иду. Вот наконец-то солнышко начало и на меня светить. Кто зачем приезжает в Милан, кто на шопинг, а кто вот за подобными активностями в 8 утра. Я потихоньку начинаю снимать свое утепление. Ну вот смотрите, я уже нахожусь почти на одном уровне с вершинами. И вот кому вздумалось здесь построить дом на такой вот высоте? Не знаю, насколько старая эта постройка, но высота уже 1000 метров, даже больше. Пора его снять. Все, ребята, я на вершине. Здесь уже домики. Тут уже дорога. И сейчас по вершине еще минут 40. К смотровой. Здесь я вижу периодически мощный водопад бывает. Поднимался я сюда 2 часа и еще 40 минут. Гораздо проще стало идти, потому что ноги не пережимает, не сковывает движение термобелью. Мне немного напоминает ландшафты Карпат. Красота здесь, конечно. Думаю, летом или весной, когда все зеленое, когда есть листья, здесь намного красивее. Ну и сейчас мне нравится. Смотрите. Что-то интересное. Ого. Ну как интересное. Свалка, но пещера интересная. Блин, там кто-то сидит. Там какие-то звери внутри были. Они шуршали и передвигались. Не знаю, кто это может быть. О, первый просвет. Наконец-то.
видно, откуда я пришел. Вот с набережной. Вот озеро. Вот этот город, куда я приехал. Смотрите. Ну разве не Карпаты? Вот уже туристы сверху цивилизованно ходят гулять. И я к ним сейчас присоединюсь. Здесь отель высокогорный. Хорошо, что я все-таки сегодня решил пойти. Не откладывать на потом, потому что просто идеальная погода. Вот еще отель. Отели стоят, а доехать к ним можно только один раз в день на общественном транспорте. Что-то слишком много туристов тут стало. Хотя я не знаю, насколько популярно это место. Может, так всегда. Не ожидал даже, что столько людей тут будет. Как на Северный полюс. Да тут прям целый город. Привет. Только доехать сюда можно на своей машине, либо на такси. Либо ждать автобус, который ходит раз в день. Ну и либо идти пешком, как я. Ну все, я вместе со всеми остальными туристами. Изучает карту. Ну, это красиво, конечно. Посмотрите. Мне очень нравится вот эта вот гора. Я представляю, насколько она красивая, когда она вся зеленая и все вокруг покрыто зеленью. Я почти у цели. Правда, ну не знаю, к сожалению, наверное, то, что как раз солнце светит в эту сторону и все засвечивает. Лучше, конечно, сюда во второй половине дня приезжать. Двигаюсь по хребту. И уже открывается шикарный вид. Но можете представить, как это все выглядит, когда солнце не засвечивает и когда все наполнено красками.
Я так не хочу тем же путем возвращаться домой. Буду искать альтернативную тропу, другой путь, чтобы вернуться в город, потому что, ну представьте, мне обратно идти точно так же. А вот и смотровая. Да, вид, конечно, здесь просто шикарный. И с этой стороны. Только представьте, когда здесь все зеленое. Ну что, вы готовы? Просто посмотрите на это, на эти виды. Я не знаю, как это передать на камере. Не знаю, я вам точно могу сказать, что вот эта смотровая, наверное, одна из лучших, на которых я когда-либо был. И если представить, что здесь все в зелени, и вторая половина дня, я думаю, это просто снос башки будет. Если вы в Милане, это просто обязательное место для посещения. На камере стопудово непонятно, как, что тут и как. Но невероятная красота, конечно. Смотрите, там Бэмби бегает, олени, целое стадо. Не знаю, увидели вы или нет. Хвосты только видно было вам. Посмотрите просто, в какой позе я разложился. Поскользнулся. Девчонки, продолжаем танцы. Спускаюсь я уже в город по другой тропинке. Не знаю, насколько она сложная, но здесь такой вот резкий вертикальный спуск. Она нигде не обозначена толком. Видимо, не рекомендуют ею пользоваться, но... О, это что значит? Что мне понадобятся вот эти вот штуки? Зачем? Я понял, что это. Прочитал и понял. Это садовые ножницы. И предлагают взять садовые ножницы с собой, чтобы помогать расчищать эту тропу. То есть, если ты идешь, ты можешь заодно как бы посрезать ветки, которые мешают для прохождения. А потом, если ты будешь идти обратно, рекомендуют оставить их здесь. И еще внизу написано, что если вы видите, что садовых ножниц тут нет, значит они были украдены. Я только ночью вылетел и утром уже столько успел всего обойти. Побывать в таком количестве прикольных мест. Еще даже не обед. Как же много здесь оленей. Только что просто через тропинку, ну,
где-то 30 метров от меня пробежало целое стадо оленей. Очень быстро. Ну хорошо, что это олени, а не какие-то более опасные животные. К кабанам я уже вроде бы привык. Уже их не боюсь, хотя раньше боялся кабанов. Я раньше и коз боялся, когда встречал их где-то. Вот так только что вот пробежало целое стадо оленей с белыми хвостиками. Вот такой вот спуск. Иногда приходится карабкаться и на заднице спускаться. Что-то очень близко шуршало. Сейчас может выскочить. Сухие листья. Может показаться. Тропинка усложняется, появляются канаты и цепи. Вот, периодически есть помощники. А вот, как раз тот самый случай. Потихоньку, видите, одежда все снимается и снимается. Ну, хорошо, что эти цепи есть. А я, оказывается, спускаюсь прям под смотровой площадкой, на которой был буквально час назад. И отсюда ее видно. Вот она. Это у меня пальцы в крови от скал. Спускаемся. Вот такая вот тропа, если ее можно назвать тропой, конечно, но есть вот вспомогательные пометки, иногда канаты, иногда цепи, и это очень помогает, конечно. А так вот приходится спускаться на заднице почти, хватаясь за что-нибудь. Так. И куда это нам? Ага. Здесь вырубили, видите, ступени. Вот. Куда нам? Как же хреново с рюкзаком, вы не представляете. Ужасно просто. Без рюкзака уже давно спустился.
ладно. Тут бы хорошо двумя руками себе помогать. Кто-то перекрыл неверный путь, потому что это просто... Здесь стекает река, и некоторые туристы путают это с тропой. Правильно. Это очень хорошо, когда есть такие подсказки. Но спуск сложный, конечно. Ого. Клуб альпинистов написано. Что-то вообще тут дорожки непривлекательные. Вот это более-менее. Вот это так себе. Идемте этой. Я не думал, что придется опять подниматься. Нужно было спуститься в это ущелье и потом подняться опять сюда, чтобы пройти. Потому что иначе никак. Если бы я возвращался тем же путем, я бы уже давно вернулся. Смотрите, как позитивно. Ой. И еще непонятно сколько. Он первый человек. Бежит прям. Окей, чао. Ну, не было бы у меня рюкзака, то я, может быть, тоже с такой скоростью двигался. Но чувак прям бежит по скалам. У меня отваливаются плечи. Уже сутки его ношу. Еще со вчерашнего дня. Зато можно любоваться такими видами, пока идешь. А спустился я вот оттуда. Спустился в самое дно, потом опять поднялся. И сейчас опять поднимаюсь, чтобы опять спуститься. Все как в жизни. Без падений и спусков не бывает подъемов. А вот с другой стороны, и с другой стороны тропы предлагает вернуть садовые ножницы. Сколько же еще идти? Непонятно. Это какой-то сумасшедший день, честно. Я просто, не готовился к такому маршруту. Не был, точнее, настроен. То есть не то, что мне там это не под силу. Я просто, как-то на релаксе пошел там. Не сильно парился насчет рюкзака и всего остального. А оказалось, тут очень сложный маршрут. Но зато импровизация. И это очень классный день. Неужели я вышел в цивилизацию? Вот строения какие-то. Но я, правда, долго шел. Хотя это же еще не конец. Это какой-то перевалочный пункт.
Привал. Перевалочный пункт. Это перевалочный пункт. Здесь можно сходить в туалет, передохнуть, переночевать. Так что это еще не конец тропы, а лишь остановка. Вы что, думали, что уже все, пришли? Ой. Дорога продолжается. И вот просто вдумайтесь, как вообще можно было тот дом, так сказать, шелтер, укрытие там построить. Как? Там же ни заезда нет, ничего. То есть из подручных материалов ничего туда не принесешь. Все, что на горбу в мешке, ты можешь принести вот так вот по таким тропам. Уникальное сооружение. Мне еще непонятно, сколько спускаться. Это жесть, конечно. Я вижу внизу дорогу, но вот мне вот туда как-то. А к ней еще очень-очень много. Кажется, город уже так близко, но так далеко. Так. Очередные цепи. Когда же уже я спущусь, блядь? С этим злоебучим рюкзаком. И я за весь день, кстати, не пил ни глотка воды. Так получилось. Давайте уже последний рывок. Это просто какой-то новый уровень для меня. О, боже. Чем дальше, тем хуже. Я-то справлюсь. Вот меня очень бесит рюкзак. Вот если бы не рюкзак, все было бы отлично. Но тут скалы прям очень опасные. Тут надо применять все внимание и держаться со всех сил. Ладно. Какая жесть. Такое чувство, что это никогда не закончится. Очень опасный участок. Еще ж без страховки, без нихуя. Вот я дошел к какой-то табличке, где я могу вам наглядно показать. Вот укрытие, убежище, которое я вам показывал. А вот где я сейчас нахожусь. И вот смотрите, хватаясь за цепи, просто над пропастью нужно было идти без страховки.
Я не знаю, сейчас не сильно хорошо себя ощущаю, ну, то есть, потому что я не был настроен на сегодняшний день, плюс я не спал, я не ел, я не пил воды. У меня... Блять, видите, что происходит? Это из-за, так сказать, испуга. Потому что некоторые участки были реально страшные. То есть я над пропастью, на выступающих вот таких вот крюках, и держась только за вот эту цепь, проходил по скале. А иначе никак. Либо возвращаться, либо все. То есть выход был один. Нужно было вот над пропастью, без страховки, с рюкзаком этим, который просто сбивает мне равновесие. Вот это вот усталость вся. И, короче, у меня ноги подкашивались. И я сейчас, как, ну, я плохо себя эмоционально сейчас ощущаю от того момента. Там был очень страшный участок. Не потому, что я боюсь высоту. Не потому, что я бы не смог его пройти. Тут даже диалог сам с собой не помогает. Тут здравый смысл не срабатывает. Тут просто инстинкт сохранения просто делает то, что тебе не подконтрольно. Я не могу себя успокоить, и просто ноги становятся ватными. И я вроде бы понимаю, что я не боюсь. Ну, по сути, что я могу это пройти, сделать, а просто тело немеет. Какая-то просто паника. Вот. Просто потому, что ты не был готов к этому и не настроился. И потому что ты здесь первый раз, без путеводителя. Я же не знал, что там вообще будет. Я думал, сейчас спущусь и все, там будет выход. А я пошел этим маршрутом, который для скалолазов. Там просто чуваки прокачанные, которые занимаются альпинизмом. И я сейчас иду просто чувачок, который целый день тусовался. Точнее, целые сутки. Не спал, не ел, не готовился никак. Nичего не читал про этот маршрут. Даже не знал, куда идти. Случайно сюда попал. Ну, короче. Вот, вроде бы уже люди сюда ходят. Обычные на прогулку. Ну как, в смысле обычные. Просто не альпинисты. То, что я только что увидел парня с девушкой, которые просто в платьечке пошли сюда гулять. Это, конечно, радует. Я даже не снимал, я бы не смог даже снять тот участок. И я хотел просто это пережить, пройти и все. Я не знаю, что я так переволновался, хотя я же говорю, я не боюсь. Просто у меня есть ответственность, даже не сколько перед собой, а просто я же не один в этом мире, и я не хочу никого подставить. Из-за того, что по глупости так получилось там, я себе навредил. Ну, слава богу, я прошел. Дальше уже опасности не будет. И едем обратно в Милан. Но это то, что мне нравится. Это то, что я хотел. Но просто я не думал, что это случится сейчас. Вот до сих пор ноги меня не слушаются. Вот я не знаю. Ноги как будто сами по себе. Мне нужно наконец-то встать на ровную поверхность и успокоиться. Ну просто когда ты висишь. Ой, я не буду даже объяснять. Вот уже Лекко. Лекко — это город, в который я приехал с Милана. Вот он уже совсем близко. И тут уже нормальная тропа, без опасных участков. Осталось просто спуститься и сесть в поезд и поехать наконец-то отдохнуть в отель. Поспать, поесть. Завтра Новый год. Уже завтра.
Не знаю, как я буду его отмечать. Понятное дело, вместе с Гуфи. Может, пойдем в центр, погуляем ночью. Хотя там будет много людей. Не знаю. Может, вообще никуда не пойду. Блин, у меня плечи просто отваливаются. Это какая-то жесть. Сутки ношу этот рюкзак на себе. Друзья, увидеть это сейчас для меня прям до слез. У меня ноги не слушаются вот никак. Вот как бы я их не заставлял, не уговаривал, не напрягал, они просто выворачиваются и не могут держать равновесие. Я на дороге. Я вышел. Это был просто сумасшедший маршрут, учитывая, что я сам полностью поднялся, потом погуляли сверху и потом спустились аж, я не знаю. Кстати, у меня есть весы, мы можем взвесить и мой рюкзак, узнать, сколько я сегодня носил на себе целый день. О, капец. Сейчас взвесим. Ну, запустись. Ну что, не можешь мне показать вес? Разрядилась. Ну все, не будет. Но я вам скажу, что это больше 10 килограмм. Там же компьютер еще и битком набито вещами. Так что пока-пока. Было приятно с вами провести время. Прощаюсь с горами. Все. Сейчас еще глянем, сколько я километров прошел. В приложении здоровья. Оно вроде бы само по себе считает автоматически. Его даже запускать не нужно. Показывает 27 километров и 40 тысяч шагов. 27 километров по горам, по максимально сложным маршрутам. Все, вернулся я обратно в центр города. Еще по городу пришлось идти минут 30. Сейчас подойдем к озеру. И буду идти я на вокзал. Ехать обратно.
Гуфи, смотри, что я принес. Конечно же, у нас на Новый год будет шампанское. А вы знали, что настоящее шампанское делается только в одном месте? В городе Шампань. И вот как раз вроде бы это оно. Видите, продукт де Франс. Ну, хрен его знает. Так что будем отмечать Новый год с Гуфи. Ну все, пизда. В Италии начался Новый год. Я ничего не вижу. Ну что-то вижу. У меня просто отель в Запердыще находится. Я так понял, просто Пизанская башня далековато от Милана, поэтому они построили свою. Мне кажется, этот вариант даже интересней. Возвращаюсь домой, в отель. И здесь просто Silent Hill. Всем приветик! Я сегодня приехал в город Пиза. И, ну вы поняли зачем. Посмотреть на Пизанскую башню. Просто о Пизанской башне я знаю из самого детства. Не сказать, что она меня сильно волнует, привлекает или я что-то ожидаю увидеть удивительное. Просто это одно из тех мест, о котором ты знаешь с самого детства и которое, так сказать, на протяжении жизни как-то вызывают у тебя определенные эмоции, пока ты его не посетишь. Точно так же там и пирамиды, и Эйфелевая башня. Это те места, которые
нужно, наверное, увидеть каждому. И я ехал сюда 3 часа с Милана на поезде. И сейчас пешком от вокзала отправляюсь к Пизанской башне. Погода мне сегодня не способствует. Но мне как-то все равно. Гулять я по городу не буду. Я, то есть, посмотрю башню, погуляю там часок и пойду обратно на вокзал. Поеду обратно в Милан. И опять 3 часа домой. Чисто приехал на башенку посмотреть. Фоткаться вот так вот. Или как там подпирать ее я, наверное, не буду. Хотя вдруг меня искусит эта идея. Я же не знаю, что я буду испытывать в тот момент, когда я ее увижу. Но, скорее всего, ничего. Очень часто с известными достопримечательностями подобное происходит, когда ты приходишь и ничего не испытываешь. Когда на картинках и видео все кажется куда интереснее, чем вживую. Иду, знаете, по интуиции. Приблизительно знаю, куда идти, уже карту посмотрел, поэтому интуиция меня куда-то сейчас ведет. Просто башня наклонилась и все. Стала достопримечательностью всемирно известной. Вдумайтесь. Да, конечно, у этой башни история древняя. То есть это не новая постройка, поэтому, конечно, она интересует. Ну вот, 15 минут спустя, и я подхожу к башне. Вот, за пальмой. Ну, спасибо, что дождь прекратился вроде бы. Хотя нет, опять начался. Уютное кафе. И вот она. Угу. Замерз чувак. Вот так вот. Вообще офигенно будет. Парень пытался проявить оригинальность, но не сильно получается. Хоть без очков посмотрю на нее. Ну, я вам скажу так. Наклон у нее приличный. Что-то капля на объективе. Я думал... О, thank you so much. Grazie. Короче, уронил я очки, мне подошел мужчина и поднял их. И я вам скажу, что наклон у башни приличный. То есть я думал, она чуть-чуть наклонена, но она наклонена хорошо. Ну, место, видите, позитивное. Давайте з того боку я 100. Від з того боку я 100. Ні? Вот так вот.
Ну что, скажу я вам свои настоящие впечатления. Я, кстати, был настроен наоборот. Таким образом, что меня ничего не удивит, я посмотрю, развернусь и уйду. Но она прикольно выглядит, серьезно. Вот эта зеленая лужайка впереди и то, что на фоне с вот этим вот большим зданием, то, как она наклонена, это необычно выглядит. Ну, то есть в голове происходит конфликт, как это она так наклонилась, сейчас упадет. Поэтому могу сказать, что я не пожалел, что приехал. Выглядит интересно. Людей полно. Ну, не так, что прям критично много. Но я представляю, сколько людей здесь летом. А что она делает? Будто ест ее? А. Я понял. Не знаю, по каким дням разрешают вот здесь вот лежать, ходить, потому что сейчас вот такая вот табличка. Почему нет? Солнце немного вышло. Ну, не знаю. Мне понравилась башня. Я думал, что она мне не понравится, не впечатлит. Но мне нравится. Позитивное место. Позитивности добавляют все эти люди, туристы, которые пытаются как-то сфотографироваться. И вот просто вдумайтесь, была бы эта башня ровной, она бы нахуй никому не была бы нужна. Никто бы не знал про такой город, как Пиза. Сюда бы никто не приезжал. Не зарабатывались бы миллионы долларов на туризме. Все, что ее отличает, это просто то, что она наклонена. Это, казалось бы, недостаток, изъян. Но это ее выделяет и, так сказать, и сделало этот город всемирно узнаваемым и успешным. Поэтому не стоит бояться своих изъянов и недостатков. Потому что то, что вас отличает от других, это является вашим козырем. И пример тому Пизанская башня.